Знаете, как только я захожу на YouTube, я сразу вижу кучу видео о том, что мне нужно срочно обслужить видеокарту, но первым делом мне нужно сделать андервольтинг, ведь без него моя видеокарта сгорит, испортится, взорвется и еще что-нибудь по заговорам маркетологов. И сегодня для вас я проверю, насколько же необходим этот андервольт, как о нем вещают наши техноблогеры, и правда ли овчинка стоит выделки. Итак, рассказывать и показывать я буду все на примере RTX 270, которая не обслуживалась со времен своего выпуска. Топовое исполнение MSI Gaming с температурой чипа 67 градусов, но температуры памяти и хотспота уже улетают за 90. И никакой эндервольтинг тут не поможет, и сейчас расскажу почему, но для начала я ее обслужу. Крест-накрест скручиваю все винтики. Далее обязательно отсоединяю проводочки, идущие к плате. Вскрываю это чудо и обнаруживаю, что термопаста уже приуныла, как и термопрокладки, что, впрочем, совсем не удивительно. И вот именно в таких ситуациях вам никакой андервольтинг или даже даунвольтинг не поможет. Ведь проблема здесь уже не в том, что не хватает стокового охлаждения или же плохо настроен вольтаж и частоты этой видеокарты, а проблема здесь уже в том, что просто не хватает термоинтерфейсов, ведь уже кучу лет прошло, а их никто не обслуживал, естественно, они больше не отводят тепло как надо. И знаете, в большинстве видосов этих техноблогеров я наблюдаю то, что эти гении заменяют только термопасту на видеокарте, абсолютно не трогая термопрокладки, которые напрямую влияют на охлаждение памяти и хотспота. А между прочим, бесполезных компонентов, которые не должны охлаждаться в видеокарте, нет. И если там стоят термопрокладки, то их надо менять раз в 2 года, чтобы они максимально эффективно себя показывали, и наша видеокарта дышала и жила спокойно. Ну а если же вашим термопрокладкам уже более 5 лет, то о какой-либо теплопроводности и говорить не приходится. Ведь элементарно знающий законы физики человек должен понимать, что какая-то высохшая резинка никаким образом не будет проводить тепло на железный радиатор видеокарты, будь он маленький или большой. И здесь такой прикол, что вы можете увидеть даже снижение температур кристалла ГПУ, ведь через термопрокладки ни от одного компонента не проводится тепла на радиатор, и соответственно он занят только отводом тепла от кристалла. Именно поэтому важно хотя бы раз в полгодика-годик делать тесты фурмарка, обращая внимание на температуру хотспот и VRAM вашей видеокарты. Я тем временем уже закончил обслуживание этой видеокарты, заменив каждый термоинтерфейс, начиная с маленького, заканчивая самыми большими. Ну что ж, а вот и результаты нашего простого, но качественного обслуживания всех термоинтерфейсов, как должно быть. Температуры стали не просто хорошими, они стали отличными, учитывая то, что видеокарту в данном случае вообще не слышно. И это без всяких андервольтингов и даунвольтингов. Но давайте посмотрим, что же будет, если я захочу все-таки попробовать сделать андервольтинг. Для этого, естественно, я качаю MS Afterburner и в пару к нему Superposition Benchmark для того, чтобы найти максимальные частоты и напряжение в игровой нагрузке. В MS Afterburner, естественно, разрешаю управление напряжением и включаю мониторинг напряжения. Далее открываю вкладку мониторинга и запускаю Superposition во вкладке Game на максимальном пресете. После чего фиксирую максимальную частоту и напряжение видеокарты с этого мониторинга. Ну, наконец-то мы переходим к курве. И здесь мы замечаем, что внезапно все уже настроено идеально, как можно было настроить. Как же так? А на самом деле вендоры не тупые, и в большинстве случаев они настраивают все максимально оптимально прямо с завода. Но и здесь есть исключения, ведь бюджетные исполнения могут не блистать этой оптимальностью настройки, поэтому имеет смысл, если вы уж энтузиаст, попробовать настроить эту курву, возможно снизив градусов на 5 температуру вашей видеокарты, либо же увеличив время ее нагрева и снизив тем самым шум от этой видеокарты. Это может помочь. Но в большинстве случаев, будем честны, все-таки вендоры оптимально настраивают, как это можно настроить, вашу видеокарту. Поэтому что-то копаться ручками и тыкать, если вы это не умеете делать, лучше не стоит. Если уж вам так захотелось и у вас какие-то проблемы, то лучше обратитесь ко мне, я вас проконсультирую и помогу это все хорошо сделать. Ну а теперь перейдем к выводам. И на самом деле они неоднозначны. Ведь действительно андервольтинг может помочь в некоторых случаях, но в большинстве случаев все же не стоит трогать эти курвы, тем более если вы не умеете что-то тыкать, ведь в этом тонком деле нужна сноровка, и если у вас ее нет, то вы можете либо настроить не совсем правильно, тем самым сделав еще хуже, либо настроить не до конца эффективно и получить не такой хороший результат, как могли бы при правильной и полноценной настройке. Ну а что насчет термоинтерфейсов, то я считаю очень странным, что наши техноблогеры не освещают эту тему, ведь это в первую очередь влияет на то, будет ли долго ваша видеокарта жить или недолго, потому что это в первую очередь влияет на температуры и в первую очередь влияет на охлаждение
охлаждение вашей видеокарты, и никакой андервольтинг или даунвольтинг не заменит никогда простое обслуживание видеокарты, которое снижает температуры и продлевает жизнь вашей видеокарты на самом деле, а не искусственно как-то программно ограничивая ее производительность и возможности.